прошедшая сессия Совета коллективной безопасности была в полном объеме посвящена итогам деятельности Организации договора коллективной безопасности. Вы знаете, что она создана 10 лет назад, мы праздновали юбилей, так же как праздновали юбилей 20-летия создания, точнее подписания договора коллективной безопасности. Не буду говорить о причинах подписания, много раз об этом говорили, обсуждали эту проблему. Главное было в двух, я бы сказал, факторах. Первое, была необходимость на период формирования силовых структур суверенных государств обеспечить безопасность вновь появившихся стран на постсоветском пространстве. И вторая, цивилизованно, спокойно решить проблемы развода и создания вооруженных сил, правоохранительных органов, специальных служб вновь созданных государств, что и было сделано в рамках договора. Вы помните, что именно благодаря существованию договора коллективной безопасности в свое время удалось минимизировать межтаджикский конфликт и фактически обеспечить стабильность в Таджикистане. Это было сделано с участием государств, подписавших договор о коллективной безопасности. Могу сказать, что я был участником тех событий, знаю, что если бы не помощь со стороны, прежде всего, Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, то вряд ли так успешно разрешились бы те проблемы, которые возникли вот в Таджикистане во внутренней ситуации. 99-2000 год, Баткенские события, и тоже именно оказание помощи со стороны государств, подписавших договор, стало главным фактором для обеспечения стабильности в Кыргызстане. Шло время, появилась необходимость более углубленного взаимодействия, координации по обеспечению безопасности. Вот почему была создана организация. На сегодняшний день я считаю, что организация создала необходимые нормативно-правовую базу, позволяющую действовать в рамках закона и по тем задачам, которые ставятся президентами, создала соответствующий силовой потенциал. Причем я считаю, что он достаточен на сегодняшний день для решения всех проблем, которые могут возникнуть или возникают у нас. Мы имеем необходимые механизмы координации по очень многим направлениям обеспечения безопасности. Я считаю, что организация состоялась, она заняла прочно свою нишу. Сегодня с ней считается, ее знает, с нами хотят взаимодействовать, делают запросы относительно тех или иных совместных мероприятий. И еще раз говорю, что, на мой взгляд, эта организация абсолютно дееспособна, как бы и кто бы что бы ни говорил в этом плане, ссылаясь на киргизские события, о чем мы тоже уже много раз комментировали. Вот примерно суть того, что обсуждалось президентами и что они говорили относительно организации. Могу сказать, что в узком составе президенты обсуждали проблемы, связанные с глобальными и региональными вызовами, с теми мерами, которые необходимо предпринять в свете тех прогнозов, которые мы представили президентам о проблемах в сфере безопасности. Кроме сессии Совета коллективной безопасности, хотел бы проинформировать, что на следующий день состоялось заседание парламентской ассамблеи ОДКБ в Санкт-Петербурге, заседание Совета парламентской ассамблеи, в котором принимали участие руководители всех парламентов, государств, членов организации. И могу сказать, что это направление мы считаем, что одно из самых продвинутых, причем которое занимается не только там гармонизацией законодательства, но и политической деятельностью по сближению наших государств, решению тех или иных проблем безопасности, в том числе и в свете координации внешнеполитической деятельности на парламентском измерении, что нам очень тоже серьезно помогает. Поэтому хотел бы сказать, что за прошедшую неделю мы провели целый комплекс мероприятий, все они были связаны с юбилейной сессией. Россия безопасность обеспечивает в том числе посредством существующего у него ядерного потенциала. В этой связи, конечно, проблемы с созданием Европро и вообще ПРО, оно не безразлично для всех государств, так как подавляющее большинство государств при тех или иных условиях применения этого ПРО попадает под его действие. Вот почему сегодня речь идет прежде всего о том, что Россия, проводя переговоры, первое, учитывает позиции государств-членов ОДКБ, во-вторых, на регулярной основе информирует о ходе этих переговоров своих партнеров.
Это началось еще при Рогозине Дмитрии Олеговиче, который был тогда полномочным представителем спецпрезидента по проблематике ПРО. Вот это продолжается сейчас. Речь пока идет только о том, что государство отслеживает ситуацию по переговорам, вот, говорят о своей позиции, и эта позиция учитывается в том числе российскими переговорщиками в ходе взаимодействия и контактов с европейцами и представителями Соединенных Штатов Америки. Мы провели первые штабные переговоры, на которых отрабатывали замысел проведения учения, а также состав участников и некоторые детали организации этих учений. Предполагаются вторые штабные переговоры по этому поводу. Вот, я знаю, что все государства, входящие, вернее, выделившие в состав КСОР свои контингенты, это 6 государств, за исключением Узбекистана, который не подписал соответствующее соглашение, готовы принимать участие в разных форматах в этих учениях. На последнем заседании Совета коллективной безопасности президент Республики Армения официально пригласил глав государств для участия в этих учениях и наблюдения за действиями войск в ходе отработки учебных задач. Кроме того, вопросы, связанные с организацией учений, обсуждались на заседании Совета министров обороны, который прошел накануне СКБ в Астане, и на заседании Комитета секретаря Совета Безопасности тоже в Астане. Поэтому подготовка к этим учениям идет очень активно. Есть некоторые проблемы организационного характера, но мы их решаем. Но в целом, насколько я знаю, армянская сторона очень активно готовится. Причем там сделано очень много с точки зрения оборудования территории, где будет проходить учение, учебного центра, где будут размещаться прибывшие контингенты. Есть ряд проблем, мы их решаем. Вот пока в таком состоянии у нас подготовка к этим учениям, говорить о какой-то численном составе подразделений, которые будут входить в то число структур, участвующих в учении, мне кажется, еще преждевременно. Площадок, на которых обсуждается проблема Афганистана, достаточно много. И очень много форматов. В ряде конференций, различных переговоров, обсуждений я принимаю участие, как генеральный секретарь ОДКБ. Я считаю, что то предложение, которое в свое время сделал президент Республики Узбекистан, оно имеет право на жизнь. Я считаю, что это будет достаточно весомое дополнение к тем усилиям, которые предпринимает мировое сообщество по обеспечению стабильности в Афганистане. Во всяком случае, все, что сегодня делается, плюс, например, вот те меры, которые предложил президент Республики Узбекистан, я думаю, что это просто набор мер, который позволяет воздействовать вообще на всю ситуацию в положительном плане. Появляется еще ряд проблем, они обусловлены прежде всего внешними факторами, такими как, например, зоны нестабильности, формирование военной структуры вокруг государств-членов ОДКБ, попытки группы государств давить или оказывать политическое и экономическое давление на членов Организации договора о коллективной безопасности. Подготовка большого количества боевиков в лагерях на территории Афганистана из числа выходцев из государств-членов организации, которые, в общем-то, тоже мы должны учитывать. Есть внутренние факторы. Это рост числа приверженцев так называемых нетрадиционных форм ислама. Речь идет о, прежде всего, возрастании количества лиц, поддерживающих такие организации, как Хизбут Тахрир и некоторые другие. Вот. Это внутренние проблемы социального характера, вот. Что в принципе должно учитываться. И мы не исключаем, что будут попытки использования средств массовой, информационные ресурсы, используя протестный электорат, используя экстремистские организации, которые сегодня действуют на территории государств, попытаться дестабилизировать обстановку в рамках государств, входящих в организацию. Мы не исключаем, что могут быть попытки прорыва бандформирования на территорию государств Центральноазиатского региона, входящих в ОДКБ. Мы не исключаем, что с территории Афганистана будут пытаться дестабилизировать ситуацию, например, в Таджикистане. То есть есть некоторые такие вещи, которые, я считаю, что сегодня они, во-первых, очень опасны для государств. Во-вторых, мы их должны учитывать с тем, чтобы не допустить возможности дестабилизации обстановки.